Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Rustories. Меня зовут Андрей, и я продолжаю читать для вас короткие истории на русском языке. Сегодня я прочитаю вам впечатление иностранца, который живет и работает в Лондоне. Итак, поехали! Моя история переезда в Лондон все-таки нетипична. К переезду в Лондон я отношусь не как к миграции. Просто это хороший способ что-то изменить в жизни. Если человек чувствует, что он останавливается в развитии, лучше попробовать изменить что-то, чем ничего не делать и сидеть на одном месте. В Лондоне мне потребовалось оформление документов, без которых на работу не устроиться. Например, получение номера социального страхования. С его помощью я плачу налоги. В общей сложности оформление заняло 2 месяца. Я переезжал, чтобы сменить образ жизни. Мне не хотелось работать с 9 до 18, каждый день ходить в одно и то же место. И я искал себе непостоянную работу, чтобы было много свободы. В Лондоне есть специализированные агентства для таких работ. Человек регистрируется в нескольких из них и получает уведомления. Например, завтра нужен официант с 9 до 16. Оплата 9 фунтов в час. Если я завтра свободен, то я выхожу на работу и потом получаю зарплату на свой банковский счет через мобильное приложение. Официантом мне было работать неинтересно, поэтому я нашел работу, связанную с мероприятиями. Я занимаюсь установкой оборудования. Если это какая-то презентация, то нужно поставить сцену, экран, колонки, телевизор и так далее. Все это надо привезти, разгрузить и установить. Рабочий день ненормированный. Может занимать и 12 часов, а можно и за 2 часа все сделать. Кто-то, наверное, подумает, что это несерьезно, что у меня нет гарантированного дохода. Но лично меня все устраивает. Я предпочитаю работать в компаниях, где руководство англичане. Им нет дела до интриг. Главное, что сотрудники хорошо выполняют свою работу. Поэтому, если захотите переезжать в Британию, очень рекомендую идти работать в компанию с британским руководством. В Лондоне очень много работы. Мне даже кажется, что намного больше, чем в Москве. Можно открыть любой сайт с вакансиями и сразу найти для себя что-то подходящее. Самое удивительное, что еда здесь значительно дешевле, чем в Москве. Например, 2 литра молока стоят 80 рублей. Причем это настоящее молоко, вкусное. Мясо продается кусками. Я покупаю стандартный стейк из свинины,
граммов 200. Он стоит 1 фунт. Если покупать сразу килограмм, наверное, получится подешевле, но мне нет смысла покупать еду в таких количествах. Если вы придете в ресторан или кафе, вы не увидите ни одного официанта, который был бы англичанином. На прошлом месте работы мы смеялись, когда посчитали, что из 200 человек сотрудников у нас всего 3 англичанина. Если всех мигрантов выгнать, Лондон вымрет. Не очень понятно, кто будет работать на фабриках. Мигранты, которым за 40-50 лет, как правило, не говорят по-английски и приезжают в маленькие города, где они работают на фабриках. Снять квартиру в Лондоне сложнее, чем в Москве. Если в Москву едут со всей России, то в Лондон едут со всего мира, не только из Европы. Я встречал здесь много бразильцев. Казалось бы, где Бразилия и где Британия? Встречал я также мигрантов из Чили, из Эквадора. Цены на аренду здесь высокие. Чтобы снять квартиру, нужно подтвердить, что ты платежеспособен. Как я слышал, это связано с тем, что тебя потом будет трудно выселить, если заселишься и не сможешь платить. За аренду квартиры люди платят от 1200 фунтов в месяц. А вот комнату снять легко. Минимальная цена 500 фунтов, но это будет очень маленькое помещение. Когда я только приехал в Лондон, первые 2 недели я не мог спать, просто просыпался в кошмарах. А все потому, что жил в квартире со стеклянными дверями, за которыми просто улица. Для меня это было очень непривычно. Я постоянно думал, что меня ограбят или убьют. На самом деле в Лондоне все спокойно. Если ты здесь прожил хотя бы 10 лет, ты не боишься быть ограбленным на улице или дома. Если говорить о будущем, то я не собираюсь надолго задерживаться в Англии. Мне хотелось бы пожить в нескольких крупных европейских городах. Я приехал сюда не для того, чтобы осесть, а чтобы посмотреть, как живут другие люди, и подтянуть английский язык. На следующий год я хочу поехать в Берлин. Там, конечно, говорят по-английски, но чтобы устроиться на работу, необходим немецкий. Я сейчас пытаюсь учить этот язык. Друзья, вот такие впечатления от Лондона у нашего сегодняшнего героя. Как всегда, жду ваших комментариев. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!